Друзья, всем привет, на связи. Мы с вами на моноколесном канале, где общаемся о моноколесе и всяких приблудах, которые так или иначе касаются. И сегодня в ролике речь пойдет о девайсе, который, на мой взгляд, реально не оценен моноколесниками, да и другими людьми, которые так или иначе должны использовать телефон во время своих каких-то походов, поездок, сплавов и так далее. Сколько стоит ваш телефон? Я уверен, что он стоит намного дороже, чем 10 долларов, чем 100 долларов, а возможно даже чем 500 долларов. Взгрустнули бы вы, если бы ваш телефон сегодня, завтра, послезавтра упал плашмя на асфальт и разбилось бы стекло? Или если бы он упал в какую-то воду с рафтинга, с какой-то лодки? Или если при передвижении на моноколесе, держа в руках, вы бы его выпустили просто на асфальт? Чтобы такого не произошло, сегодня речь пойдет вот о таком гаджете, о держателе для телефона. Лично у меня за год передвижения на моноколесе минимум он 2 раза выпадал. Я уже даже не помню сколько раз пытался выпасть. На ходу я его ловил, передвигаясь на моноколесе. В отличие от велосипедиста, казалось бы, у нас всегда свободные руки. У него есть руль, на руль он может приделать любые девайсы для телефонов. Но это как раз и минус для моноколесника, потому что всегда, держа в руках что-либо, мы имеем возможность это самое что-либо упустить. Давайте обо всем по порядку. Значит, стоимость этого гаджета около 3-3,5 долларов. Покупал я на AliExpress, ссылочку оставлю в закрепе в комментарии. Сразу говорю, что это не та вещь, над которой нужно думать, покупать или нет. Это не те деньги. Ремонт телефона вам выйдет намного дороже, чем покупка вот этого девайса. Несмотря на то, что в принципе всего лишь я на моноколесе около года, но эта вещь реально не оценена многими райдерами, моноколесниками как нужная. Но катнув хотя бы один раз с этим девайсом, вы ощутите действительно комфорт при передвижении, при удержании телефона, при коммуникации через телефон. Как я использую? Банально просто контроль скорости, раз. Потому что в руке держать не всегда удобно. Контроль каких-то смс-ок, звонков, 2. Отсутствие необходимости расталкивать телефон по каким-то карманам, откуда его потом, если что, нужно доставать, 3. Более того, я вам скажу, что есть райдеры, есть люди, которые даже не передвигаясь на моноколесе, передвигаясь пешком, все равно надевают вот эту штуку на запястье и ходят по городу с таким девайсом. Не знаю, каждому свое. Итак, что мы тут имеем? Мы имеем ремешок. Ремешок довольно удобный в том плане, что он, во-первых, эластичный, то есть в меру. Я могу его растянуть, но он держит. Как оно правильно называется, лайкра или не лайкра, то есть зацепы вот эти вот для липучки. Липучка есть как с одной стороны, так и с другой стороны. То есть вам не нужно извращаться, разворачивать руку в непонятных позициях. Я не стал разбирать, но под этим вращающимся элементом там такие зубчики, как на регистраторах, на навигаторах. И вот эта вот резина, она тянется. То есть, по сути, для моего телефона 5,5 дюймов, но предел уже. Меньшие телефоны тут будет держать и надевать более комфортно. Но и 5,5 дюймов тоже, в принципе, нормально, потому что оно тянется до нормальных пределов. Вот эта штуковина, она вращается. Причем каждое вращение, знаете, как на стиральной машине, оно щелкает. Видите, я двигаю, и оно с трудом. То есть само по себе оно обратно не вернется. Вам нужно приложить усилия, чтобы оно вращалось. Вращается в любую сторону, вперед, назад, влево, вправо. На мой взгляд, это удобнее, чем какие-то пластиковые, как, знаете, на GoPro бывает, отодвинули, что-то крутанули, задвинули. Дешево и сердито. Внутренняя пластиковая вставка, на которой, собственно, все держится, оно выполнено под углом, под таким изгибом, как раз чтобы по руке максимально прилегало.
такого размера кольца для руки хватает. Но если дело ближе к зиме, к весне, осени, и вы хотите надеть это, допустим, на какой-то там реглан или там вообще на куртку, то могут возникнуть сложности. То есть на вот такой вот реглан, да, на такой оно пойдет нормально, но уже на какую-то куртку поверх, ну, наверное, не налезет. Точно так же и на перчатки, точно так же и на варежки. Если вы зимой катаете и хотите надеть это на какую-то варежку, ну, могут тоже возникнуть некоторые сложности. То есть оно тянется, но, знаете, мне хотелось бы это все дело рвать. Запихивается все это дело довольно просто. Ну, те, кто уже хотя бы один раз. То есть, видите, сверху вы надели. И снизу, видите, длина. То есть в идеале, если вот сравнивать чисто по длине, ну, телефон, ну, наверное, где-то 5 дюймов был бы идеальный. Но никто нам не запрещает вот так вот взять и вот эту штуку сюда нацепить. Вот так вот оно выглядит. Вначале я думал, что хлипенькая конструкция, но нет. Очень все четко держит и довольно удобно. Точно так же на руку. Пристегнул, нормально, затянул, ничего нигде не сдвигается. Выставил нужный уровень, да, то есть если не хотите, кажется, безусловно, кажется это каким-то, ну, абсолютно нереальным здоровым предметом. Но это просто визуально на видео. По сути, точно так же это выглядело бы, если бы я держал телефон в руке. Но в руке мне нужно его держать. Причем как-то одной рукой, видимо, держать, а второй рукой листать, если нужно. Тут держать ничего не нужно. Ставим под нужный нам угол. Ну, допустим, вот так вот, да. Я еду рукой вниз и, поднимая руку, смотрю в телефон. Смотрю в телефон, кто звонит, или навигатор, или карта, или еще что мне нужно для удобства. И небольшой минус, который я заметил при использовании этого девайса, это работа с боковыми какими-то гранями. То есть, если мне пришло уведомление, если мне пришло какая-то смс, да, там, или еще что-то, то шторку я выдвинуть могу. То есть, не обязательно вот тут вот дергать пальцем, чтобы выдвинуть шторку. Можно по центру экрана просто это выдвигать. А вот если мне нужно отправить какое-то сообщение, да, там, или смс, или еще что-то, то набирать и отправлять какие-то значения, да, какие-то символы, мне закрывает нижняя часть вот этой резинки. Видите, вот тут вот снизу вот эти вот кнопочки, которые возвращают, которые стирают, которые отправляют, которые сворачивают. То есть некоторые небольшие, но моменты есть. Чтобы мне все свернуть или мне наоборот все развернуть, есть небольшие моменты. Я думаю, что вы уже видели использование этого девайса мной в видеороликах. Если вы не видели это в видеороликах, то значит вы невнимательно смотрите мои видосы на канале. Можете пересмотреть еще раз там, где есть какие-то движения на моноколесе. Ну, что я могу порекомендовать? Я могу порекомендовать это неоцененный девайс, который стоит чуть больше $3, около там 110 гривен. Для райдера, для моноколесника во избежании поломки, падения, разрушения экрана вашего телефона. Друзья, если был ролик полезен, обязательно палец, обязательно фидбэк и обязательно подписка, потому что тут будет еще много всего интересного. Ставлю каждому респект и до новых встреч на улицах города или на YouTube. Всем пока!